2025 год стал по-настоящему урожайным для всех любителей корейских сериалов. Мы увидели как впечатляющие премьеры, например, проект «Когда жизнь преподносит мандарины», так и долгожданные продолжения хитов, среди которых выделяется новый сезон «Слабого героя». Прошедший год подарил нам огромное количество историй, которые действительно заслуживают внимания. Но успех любой дорамы строится не только на образах главных героев. В этом сезоне мы встретили антагонистов, которые оставили глубокий след в сердцах зрителей. И дело не только в их известности, но и в феноменальном актерском мастерстве, заставлявшем верить каждому их поступку. В этом выпуске мы детально разберем 5 самых ярких отрицательных персонажей 2025 года, которые мастерски создавали хаос на экране и превращали просмотр в невероятно захватывающее зрелище. Игрок под номером 333 Ли Мён Ги. Игра в кальмар. В июне 2025 года зрители наконец увидели финальную часть мирового хита «Игра в кальмара». Сюжет заключительного сезона подхватил историю там, где она прервалась ранее. Ги Хун, попытавшийся бросить вызов системе, потерпел неудачу и был вынужден вновь стать частью жестокого состязания. Пока герой оплакивал потерю близкого человека, на его плечи легла тяжелая ноша – забота о младенце Джун Хи. Безусловно, распорядитель и тайные кукловоды-миллиардеры остаются главными монстрами этой вселенной. Однако персонаж, которого блестяще воплотил на экране Им Ши Ван, стал по-настоящему пугающим открытием сезона. Его герой, Мён Ги, сам будучи отцом новорожденного, был одержим идеей выживания и жаждой забрать огромный денежный приз. Ради этой цели он оказался готов переступить через любые моральные принципы. Мастерство Им Ши Вана вновь оказалось на высоте. Он безупречно передал внутреннюю борьбу Мён Ги во время финального испытания. В каждом его взгляде читался ужас от осознания собственных поступков. Готовность идти по головам ради спасения собственной жизни, даже ценой вечного искупления, превратила его в одного из самых обсуждаемых антагонистов 2025 года. Его пугающе правдоподобная игра оставила неизгладимое впечатление. Moonback Trigger. В июле 2025 года на экраны вышел остросюжетный триллер «Триггер», главные роли в котором исполнили звезды первой величины Ким Нам Гиль и Ким Йон Кван. Сюжет погружает нас в альтернативную реальность Южной Кореи, где из-за нелегального оборота оружия страну захлестнула волна жестоких преступлений. Ким Нам Гиль перевоплотился в бывшего снайпера по имени Лида, который теперь служит в полиции и отчаянно пытается остановить этот хаос. Ведя опасное расследование, Лида даже не догадывался, что человек, ставший его верным союзником, на самом деле является архитектором всех тех ужасов, с которыми они боролись. Главный герой сблизился с Мунбэком, роль которого исполнил Ким Йон Кван, не подозревая, что за маской друга скрывается главный виновник трагедий. К тому моменту, когда правда всплыла наружу, Мунбэк уже был готов привести в действие свой сокрушительный план. В этом образе Ким Йон Кван продемонстрировал невероятный диапазон. Он мастерски сочетал в Мунбэке черты хладнокровного психопата с обезоруживающим обаянием и даже напускной уязвимостью. Именно эта многогранность позволила ему так долго водить следствие за нос и обеспечила ему место в списке самых выдающихся злодеев 2025 года. Гим Сон Дже, второй сезон «Слабый герой». Долгожданное продолжение истории «Слабый герой» увидела свет в апреле 2025 года. Сюжет переносит нас в новую школу, куда перевелся главный герой Ши Ин. Несмотря на попытки держаться в стороне от конфликтов, он вновь оказывается в эпицентре жестокости, столкнувшись с опасной группировкой под названием «Союз». И хотя формальным лидером банды был Пэк Джин, актер Пэн Ара блестяще воплотил образ хладнокровного босса, самое мощное впечатление на публику произвел персонаж Ли Джун Йона Гим Сон Дже. Сон Дже, будучи правой рукой лидера, стал тем самым человеком, который с первых же дней превратил жизнь Ши Ина в борьбу за выживание. Ли Джун Йон буквально шокировал зрителей своей игрой, мастерски передав маниакальную жестокость своего героя. Однако чуть позже он заставил аудиторию сопереживать, показав скрытую уязвимость Сон Дже и его готовность помочь раскрыть теневые схемы финансирования Союза. Всего за 8 эпизодов актер сумел раскрыть невероятную глубину своего персонажа.
Благодаря такой многогранности зрители даже начали строить теории о том, что именно Сон Дже мог бы стать центральной фигурой в потенциальном третьем сезоне. Такая сложная и противоречивая роль по праву делает его одним из самых запоминающихся антагонистов 2025 года. Йо Хан – слепленный город. Если составлять список самых пугающих психопатов в корейских сериалах 2025 года, то Йо Хан из триллера «Слепленный город» обязан быть в нем на первых позициях. Эту сложную роль исполнил Да Кён Су. Его персонаж считает себя кем-то вроде творца, который волен по своему вкусу лепить судьбы окружающих. Именно это он и пытался проделать с главным героем Тэ Джуном, которого сыграл Джи Чан Ук. Когда правда всплыла наружу и стало ясно, что именно Йо Хан был причастен к несправедливому тюремному заключению Тэ Джуна, история превратилась в ожесточенную схватку и путь мести. По ходу повествования мы узнаем о пугающем прошлом Йо Хана, которое и превратило его в настоящего монстра. В сериале немало моментов, обнажающих его скрытую уязвимость, но большую часть времени зритель видит совершенно иное. Йо Хан с каким-то болезненным азартом наблюдает за тем, как рушится жизнь его противника. Это странное сочетание волнения и наслаждения от чужих страданий сделало его, пожалуй, самым неуравновешенным и непредсказуемым антагонистом 2025 года. Мун Да Хёк «Дорогой Икс». Замыкает наш список персонаж из триллера «Дорогой Икс», премьера которого состоялась в ноябре и стала одним из самых громких событий 2025 года. В этой истории несколько неоднозначных личностей, включая главную героиню Пэ Ка Джин, чью роль исполнила Ким Ю Джон. Она проходит путь от жертвы обстоятельств до популярной актрисы, не гнушаясь манипуляциями и даже преступлениями ради достижения вершины. Однако, несмотря на все проступки героини, истинное воплощение зла скрывалось в тени. Самым опасным и расчетливым антагонистом оказался Мун Да Хёк, которого сыграл Хон Джон Хён. По сюжету Джин выходит за него замуж, не подозревая, что Да Хёк уже долгие годы тайно следил за каждым ее шагом и знал о ней абсолютно все. Он мастерски управлял жизнью героини, целенаправленно разрушая ее психику и превращая ее существование в кошмар. Да Хёк, скрывающий за своей внешностью загадочное и мрачное прошлое, оказался угрозой не только для окружающих, но и для самой Джин. Его пугающая способность подчинять себе чужую волю обеспечила ему место в списке самых запоминающихся злодеев 2025 года. На этом наш список подошел к концу. 2025 год подарил нам злодеев, которых невозможно забыть. А кто из этой пятерки напугал или впечатлил вас больше всего? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры Дорам. Спасибо за просмотр и до встречи!